так как я занимаюсь парными формами, вот берутся две пары. Первая пара и вторая. Значит, в этой композиции существуют вот такие объекты. Вот здесь они реальные. Это просто школьная аудитория, преподаватель или профессор пока не зашел. Когда он зайдет, он начнет вот на этих объектах что-то рисовать и объяснять. И все ученики будут точно воспроизводить вот все, что сделал. Так как я занимаюсь абстрактным искусством, делаю примерно из этой такой реальной композиции нечто такое, похожее на произведение искусства, я делаю вот такую схему. Теперь противоположность этой, я беру вот такие же объекты, только это люди. Вот их на стадионе, их миллион, предположим, там тысячи. Вот они неподвижно здесь сидят и смотрят на что? Они смотрят на таких же, как они, несколько объектов, футболистов, которые все время перемещаются. То есть игра такая получается. И вот если совместить вот с первой композицией, что получается какое-то взаимоотношение, потому что множество вот это вот превращается вот в такую какую-то игру между преподавателем и учениками, которые это все осмысливают. Вот то, что здесь тоже осмысливают, потому что здесь существует пару ворот, в которых вся игра заключается в том, что или победить, то есть смысл игры. Здесь смысл преподавания, здесь смысл игры. Это обычный эскиз, потому что потом, если я буду это делать день второй, я буду это разрабатывать. Не как схему, а как вот уже произведение искусства. Вот как раз это взаимоотношения нескольких форм. Современное искусство, оно довольно сложное. Оно заключается в том, что надо, пришло время, 21 век, осмыслить, что мы видим. Понимаете? Просто не просто, потому что все уже могут сделать фотографии. Она может сделать прекрасный портрет, она может, кино может объяснить во все что угодно. Произведение искусства, то есть человек занимается структурой, он может, как по математике, сначала для себя понять, а потом, может быть, предложить, чтобы другие могли понять. Лет в 11-12 я ходил в дворец пионеров, а я был еще маленький, но я все равно как-то записался сюда в кружок рисования, и там преподавала такая милая девушка, она тоже с матерью сбежала из Ленинграда, она ученица Академии художеств. Никто не ходил туда, кроме меня, потому что война была, какие рисунки. И она так ко мне хорошо относилась, потому что один я ходил, и ей зарплату надо было платить. Она со мной очень упорно занималась. Она ставила мне такие сложные натюрморты, как уже в Академии художеств почти. Вот, так что я примерно в 13-14 лет уже очень хорошо рисовал. Я очень хорошо набил свою руку, рисую. Я мог там за 5 минут, я соревновался с Репиным, он быстро рисовал, а я всем думал, я еще лучше был. Ну, вот такой мальчишка смешной. Поэтому я, когда уже оказался в Москве, я, в общем, рисовал хорошо. И еще меня мама привела, в эвакуации была Академия художеств из Киева, там был такой преподаватель, профессор Черкасский Павел. Он такой же пожилой человек, такой все. Он, когда увидел мои рисунки, это мне было 13-14 лет, он меня взял на 3-й и на 2-й курс в этой академии. То есть я ходил, рисовал обнаженную модель уже в 13-14 лет. Когда вот я познакомился с Павлом Григорьевичем, который
там, ученик Футемаса, и работал с Митуричем, с Фаворским, такие очень крупные вообще деятели современного искусства. Он меня просто сломал. И вот он меня прямо сразу заинтересовал вот такими сложными построениями. Мы сами, мало того, что мы объекты, мы еще зеркало. То есть я сейчас отражаюсь в вас, в ваших зрачках, а вы отражаетесь во мне. То есть мы как бы парные формы, которые друг друга, два зеркала, которые отражаются. Вот это я начал делать в 70-е годы, вот это «Вижу себя». Начал я просто с простой вещи. Там носки, там перчатки, особенно у меня это в книге есть. То есть моя перчатка – это продолжение меня. И также вот у женщин платье – это продолжение женщины, особенно если она долго его носила. Детские вещи, которые вырастают. Это все объекты, которые не носит человек на себе, а они как бы его третье, второе «я». Это как прическа, как, ну и так далее. То есть воспринимать надо, я так думал, причем мне даже кажется, что во всем современном искусстве, не то что, а может даже в мировом искусстве, я потом стал следить, ни один художник себя не рисовал как объект. Я когда это вот открыл для себя, я сделал миллион рисунков. Вот это «Вижу себя» в разных паузах, в разных состояниях. Особенно мне нравилось рисовать себя на море, когда там большое пространство, и я вижу свое тело, прямо входящее в пространство. Знаете, как вот в театре актер выходит в сцену, один актер, наблюдает себя, как он поворачивается. Это очень интересная вещь. Причем я сделал такое количество рисунков, и потом уже из этих рисунков брал какую-то такую, как формулу. Почему я сделал белые? Потому что я не стал себя разглядывать как там какие-то волосы, какие-то кожа там и так далее. То есть просто объект. Объект среди других объектов. И все. Было-стало тоже, это одна из самых первых. Я долго жил на Кавказе, на Гулерипше, это такое место в Сухуми, на границе с Грузией. Там такое пустое место, я там рисовал. И там на берегу выбрасывались разные предметы. И я нашел одну банку, такую консервную, которая была измята вся волнами. А рядом была совершенно плавающая нормальная банка. И здесь я очень такую вещь придумал. Дело в том, что, как мы с вами, есть законы симметрии, левая и правая сторона, потом есть ромашка, и есть закон симметрии очень простой, штамп. То есть мы с вами штамп. Мы вот все штампованные. То есть мы объекты, такие одинаковые, у нас разный характер, разный, но в принципе мы одинаковые. Так же, как эта банка консервная, так же, как яблоко и так далее. То есть мы симметричны, иначе говоря. И вот это, если симметрия нарушается, то здесь видно, какая она была и какая она стала. Если, например, сейчас я погибну, а вы меня будете видеть сначала живым, потом не живым, это примерно как превращается банка из целой хорошей банки в какое-то другое существо уже. Мне это понравилось. Я стал камни бить, там, брать одинаковые камни. И так. В общем, я делал много объектов сначала. А потом я уже придумал, простой, я взял просто яблоко и стал его там кусать, развивать. И, значит, там остановилось основное яблоко и так далее. Но я разработал, вот как сказал, «Вижу себя», очень сильную систему, потому что я беру за основу 2-3 элемента, стерильных совершенно, и обязательно симметричных. Вот как там люди на стадионе, как отдельная бумажка, это все симметричные, одинаковые формы.
И вот эта симметрия размноженная, она может меняться и играть друг с другом. Нахожу вот какой-то такой, я долго над этим думаю, и когда я нахожу, я радуюсь, потому что это формула. Понимаете? Потому что уже к ней можно прицепить все, что угодно. А остальное я иногда делаю это вот так ярко, и все, чтобы заинтересовать зрителя больше. Чтобы он, когда смотрел, он, как я вам сказал, эмоционально это воспринял. Что это не просто это вот такая разгрызка какая-то, такая тупая форма. Если заинтересовать зрителя, конечно, ему надо больше вот таких вещей, которые были бы эмоциональные. Соединения, они должны быть яркие, они должны быть, ну, в общем, как вот это то же самое. Вот видите, вот такие две формы разрываются, что это чисто китайская, японская вот такая вещь, которая, как дзен, она моментальная такая. Ведь любой разрыв, если мы сейчас что-то разорвем, газету, он моментальный. Понимаете, когда человек нарисует рисовать, он это делает медленно. И поэтому вот в этих вещах разрывы, они заметны, что я сделал сразу. Все, что я начал делать, это вот начиная с этого, то, что я вам сказал, с 19 лет, вот черное и белое, Мане, я до сих пор это и делаю. То есть я эмоционально беру такую форму, которая, ну, как очень тихо и как очень громко, как в музыке. То есть форте очень огромный звук и очень медленный, совершенно такой, как одна линия такой. И я до сих пор вот это соблюдаю, потому что это такой, вот я вам рассказывал, это вот очевидность белого и черного. То есть это должен быть мощный контраст. Но это чисто искусство уже. Я считаю, моя находка, что я почувствовал, что существует не только современная живопись русская, вот такая вот, как соцреализм, а существует и другое искусство существует. Оно всеобщее, всего человечества. Оно не принадлежит ни французам, ни англичанам, оно всеобщее.